Сегодня 16 октября 2024 года, и всех приветствуем из ветреной и осенней Одессы. Всем привет! Как вы видите по моей одежде, в Одессе уже действительно похолодало, и жители города постепенно утепляются, одевая теплые куртки. На Одессу и Одесскую область надвигается антициклон Вернер, и он принесет с собой холодную погоду и кратковременные осадки. А в области даже возможны заморозки. И посмотрите, по погоде видно, что она не очень хорошая. Вернее, по видео видно, что погода не очень хорошая. И люди, обратите внимание, уже укутываются в теплые кофты, свитера, куртки. Хотя есть еще и те, кто ходит в футболках. Прохожу агентство недвижимости. Для тех, кому интересно, можете посмотреть, какие сейчас цены на квартиру. Мы большие мерзляки. Я иду, сейчас просто такой северный холодный ветер дует в лицо. И так не хочется думать о том, что совсем скоро наступит одесская зима, которая очень сырая, серая и холодная. По городу еще можно увидеть даже гибискусы. Было тепло, поэтому они еще до сих пор цветут. Сейчас утро, и на улицах города продавцы уже выкладывают свои товары, чтобы что-то продать и заработать денежку, которая сейчас так необходима в наше время. У нас сейчас начинается очень сильное подорожание во всем. Потому что, как вы знаете, во-первых, в стране война, во-вторых, были сильные удары по энергоструктуре, и, соответственно, это тоже влияет на рост цен. Как я уже сказала, цены растут на все. И вот вчера буквально один из народных депутатов Украины сказал о том, что вскоре электроэнергия может подорожать для всех потребителей еще на 6-7 гривен, а для предприятий на 11-12 гривен. Представляете? А соответственно из-за этого подорожает и все остальное. Такой сильный ветер, что даже сложно снимать видео. В Украине сейчас вводят ограничения. И сейчас я вам расскажу, какие. Ограничения, за которые я говорила, будут касаться особенно водителей. И с 1 ноября на всех дорогах городов Украины будет ограничение движения до 50 км в час. И даже там, где были знаки 80 км в час, они будут изменены на 50. Вот такие изменения ждут скоро водители. А также не забывайте все время ездить со включенным светом, потому что уже осень, и он должен гореть абсолютно у всех. Вы знаете, похолодало сейчас не только на улице, но и заметно прохладно стало в квартирах одесситов. Уже по вечерам в квартирах стало прохладно, хочется укрываться одеялом, одевать теплые халаты и носки. И хочется надеяться, что, несмотря ни на что, в скором времени все-таки включат отопление. Мэрия города заявила, что город готов к отопительному сезону, что котельни все подготовлены. И хочется надеяться, что не будет обстрелов, и все украинцы в этом году будут с теплом в квартирах, потому что сейчас еще на улицах относительно тепло, но уже чувствуется прохлада. А что будет зимой, вообще страшно подумать. Но говорят, что не будут отключать электроэнергию, если температура не будет опускаться ниже 0. И это сейчас, если пока еще нет обстрелов. А что будет дальше, абсолютно никому не известно. Сейчас пойдем с вами на рынок и посмотрим, какие цены сейчас на овощи, на фрукты. Потому что, как я уже говорила,
сейчас начинается подорожание всего. И продуктов на рынке, и продуктов в магазинах, и коммунальных услуг. Война вносит изменения очень сильно в жизнь людей. И, конечно, не в лучшую сторону. У нас вчера весь вечер шел дождь, и по траве еще видно. Все в капельках, все мокрое, и по городу, соответственно, есть и лужи. Вот мы с вами и пришли на рынок. Сейчас вы посмотрите ориентировочные цены на овощи и фрукты в городе. Цены месяц назад, конечно, были ниже. Во-первых, потому что был сезон овощей и фруктов, сейчас уже он заканчивается. Ну, а во-вторых, в Украине сейчас наблюдается постепенное подорожание абсолютно всего. И говорят, что будут цены только расти и расти. И это не может никого поддерживать в хорошем настроении, потому что заработные платы относительно небольшие, а жить каждому человеку нужно. Как видите, уже постепенно появляется на прилавках хурма. Хурма – это уже продукт, который продается, когда холодает. Это признак, что скоро зима. Появляются мандарины, апельсины, гранаты, которые уже постепенно заменяют летние фрукты. Лук примерно 60 гривен. Свекла 35, морковь 35, очень подорожала картошка, она сейчас по 35, и говорят, что цены на картошку в этом году будут высокие. Поэтому, если у вас есть возможность, запасайтесь. Я стою, ваша девочка забирає у вас ваш огурчик, а я думаю, що вона забирає не свій огурчик, чуть не накричала. Да, без банки сразу говорю, без досу. Также сейчас сезон яблочек, и яблочки в этом году тоже подорожали. Сейчас средняя цена это 45 гривен за килограмм. Я такие брала? Угу. И вот эти. На рынках Одессы продуктов хватает, есть различного рода зелень, есть и овощи, и фрукты. Как говорят, были бы деньги для того, чтобы это все покупать. Смотрите, какие еще интересные перцы есть. Это для хозяюшек, которые любят консервировать. И такими перчиками можно украсить банки и всю консервацию, потому что они действительно очень красиво и ярко смотрятся. А посмотрите, какой на рынке Черемушки выбор декоративных тыкв. Какое тут разнообразие тыкв. Что это тут? Ой, а что это такое? Это чудо. Что это такое? Кукурузка. Это кукурузка. Декоративная. Декоративная кукурузка. Красивая. Если вам нужна декоративная тыква и вы хотите украсить либо магазин, либо салон, либо создать какую-то осеннюю композицию, приходите на рынок, покупайте. Здесь вы найдете все, что вам необходимо. А здесь вы можете увидеть цены на чеснок, это примерно 200 гривен за килограмм. На лук цены разные, красный лук 50 гривен, некоторые есть лук по 60 гривен, есть по 30-35 гривен, цены абсолютно разные. Помидоры, вот как я и говорила, есть дорогие, по 175 гривен, перец полевой по 50, ну а картофель, как обычно, 30-35, но здесь по 35. В основном цена 35 гривен за килограмм по всему рынку.
пищевые. 30 даю. Я только лук. А вот такой базар мы сделали. Купили морковочку, купили перец красный 2 килограмма, купили яблоки, цветную капусту, помидоры 2 видов, одни такие, одни вот полевые, огурцы и синие. Вот такой базар получился.